Приветствую вас у себя на канале. Сегодня кофемашина DeLonghi Authentica. Аппарат просит выполнить удаление накипи. Забегая наперед, это не датчики какие-то определенные стоят. Аппарат не знает, что происходит внутри. Гномы тоже не сидят, там никаких фиксиков нету. Проходит определенное количество воды через датчик, флуометр. Он это все считывает. И в зависимости от настроек жесткости воды, он либо позже, либо раньше вам выдаст рекомендацию. Это не стопроцентно, что вот срочно-срочно. Как бы с этим пока можно жить, если не сильно вас раздражает, но лучше выполнить. Поэтому давайте мы выполним чистку. Так, я выключаю пока аппарат. Нам нужно, чтобы он был выключенный, но запитан в сеть. Подключенный к сети. Все, на выключенном аппарате мы зажимаем кнопку приготовления кофе и удерживаем некоторое время. Все, загорелись у нас, засветились точнее индикаторы. И теперь мы можем начинать. Но мы убедились, что у нас поддончик пустой. Сразу вытряхнули, вылили с него. Достали контейнер для воды. Или с водой. Производитель как бы рекомендует. Тут отметки у него есть. По уровням, сколько наливать жидкости, сколько воды наливать. Ну, с другой стороны, смотрите, вы разными средствами можете пользоваться. Либо таким, либо каким-то специально под DeLonghi. Может, вы вообще используете порошок, либо какие-то таблетки, допустим, от такого производителя. Это не принципиально. Кальций во всем мире практически одинаковый. Особой разницы я не вижу. По дозировке, сколько добавлять чистящего средства на объем воды. Разные производители могут немножко разную химию выполнять, но она будет выполнять одну и ту же функцию. Опять же, в зависимости от того, какой вы водой пользуетесь, у вас разная степень загрязнения аппарата. Поэтому сказать точно, сколько вам налить, вот ровно по полосочку, но это как бы не совсем реально. Если у вас хорошая очищенная вода, то можно меньше лить. Если у вас, видите, что у вас, даже в чайнике где-то у вас большие отложения, понятно, больше добавляйте. Воду я не выливаю, хотя некоторые рекомендуют вылить, налить жидкость для удаления, потом опять перерасход воды. Я набираю 2-3 колпачочка, средства для удаления. Если вы пользуетесь порошками, ложку порошка кинули. Либо смотрите на инструкции к использованию всякой химии, как бы всегда прописано, сколько рекомендуется кинуть. Все, ставим контейнер на место. Подставляю какую-то коробочку под краник пара. И здесь у меня стоит для слива через носик выдачи. Если вы возьмете какую-то коробочку широкую, тоже будет неплохо. Некоторые берут кастрюли, это не совсем удачно. Все, нажимаем на пар и открываем краник. Он у нас проливает немножко через носик выдачи кипятка, проливает через носик выдачи кофе. И этот цикл у нас будет продолжаться, пока не сольет всю воду. Плюс-минус 20 минут. Он будет ее потихоньку проливать, останавливаться, опять проливать, потом останавливаться. Когда закончится вода, он нам выдаст сигнал, что вода закончилась. Для выполнения, скажем так, уже промывки. Полностью 20 минут я не буду, наверное, все-таки ждать, когда он будет всю воду сливать. Я сейчас останавливаю. Когда закончится вода в контейнере, он выдаст мне сигнал продолжать очистку, и я потом продолжу. Так, аппарат водичку слил. Теперь засветился индикатор пара, ручки пара. Мы его проворачиваем в обратное положение, и у нас светится индикатор набрать водичку. Снимаю контейнер для воды или с остатками воды. Я сливаю остатки, споласкиваю контейнер начисто и набираю водичку, практически полный контейнер, и ставлю обратно. Сейчас я пока сполосну, на секунду остановлю видео и потом продолжу. Контейнер сполоснул, набрал воду
Сейчас ставлю. Опять же, жидкость, которую он пролил, это не обязательно, что она уже никуда не годится, ее просто в раковину вылить. Вы можете ее залить в чайник, там электрочайник, простой чайник. И если там какие-то отложения есть, допустим, если кальций какой-то, он и там почистит, а потом уже вылейте. Вот только в этом случае ни в коем случае не оставляйте ни чайник, ни ни термопод, что у вас там есть этот самый, что вы решили почистить, без присмотра, чтобы никто случайно себе чайку не заварил, потому что с зубами будет бедося. Ладно, воду я набрал, опять он просит открыть кран, и теперь он эту водичку прольет, ориентировочно 2 контейнера, он будет сливать, полностью промывать систему. Опять же, как сливать полностью 2 контейнера водички, показывать не буду, потому что время затянется, совершенно бессмысленно. Я пока останавливаю, опять же, и когда он сольет полностью воду, я продолжу. Через носик выдачи кофе он слил практически всю воду. Оттуда это 2 таких коробочки вышло. Опять он просит закрыть кран. Я закрываю, и он просит опять залить воду. Я снимаю контейнер, добавляю водичку. Я его уже споласкивал. Он чистый, но надо добавить. Так, вода у нас. Так, сейчас наберем еще воды. Или воду. Кому как правильно. Все, набрал еще 1 бункер. Ставлю, и он его опять прольет. Опять же полностью, как он его сливает. Я показывать нету смысла. Сейчас он сливает еще воду. И потом опять же продолжим. Аппарат слил 2-й контейнер воды. Опять просит закрыть кран. Мы его закрываем, и он просит опять же набрать. Набираем еще контейнер. В общем, контейнер у нас ушел на проливку химии. 2 контейнера ушло на промывку аппарата. Так, опять просит открыть. Ладно, 3-й контейнер пошел на промывку, но уже идет через носик выдачи горячей воды. Так, опять же, я останавливаю пока. Когда он ее прольет, я продолжу. Так, аппарат пролил через носик выдачи горячей воды. Практически все, что я сюда залил. Это уже у нас 3-й контейнер пошел на промывку только. Сейчас мы еще наберем водички. Так, он просит закрыть кран. И идет разогрев. Все, у нас контейнер с раствором ушел на прочистку. 2 контейнера ушло у нас через носик выдачи кофе. И 1 контейнер у нас вышел через носик выдачи кипятка. Все, аппарат готов к работе. На этом буду заканчивать. Удачи. Не забывайте подписываться. Возможно, что-то для вас будет еще интересное. До свидания.